День 1594. Алекс на связи. Я постоянно пытаюсь настроить и улучшить микроклимат в комнате. Это и температура, и влажность, и разные параметры качества воздуха, например, СО2. С температурой более-менее все понятно. Главное понять, где ее измерять. У меня, например, около окна температура на высоте около 40 сантиметров, примерно на 2-3 градуса меньше, чем температура в середине комнаты на высоте 80 сантиметров. А я обычно нахожусь примерно между этими двумя местами, и не очень понятно, какую все-таки температуру мне устанавливать как целевую и измерять. Если измерять в двух местах и каким-то образом усреднять, то это уже нужно будет два датчика иметь и размещать их в разных местах. Поэтому изначально я ставил и измерял около окна, думая, что важно, чтобы все-таки температура не падала ниже определенной во всей комнате. Но в целом получалось, что в комнате гораздо жарче, и нужно температуру целевую занижать. То есть ставить, например, 24 градуса или 23, предполагая, что в целом будет в комнате поддерживаться около 26 градусов. Но в итоге я все-таки остановился на том, что я разместил посередине комнаты на высоте около 80 сантиметров. В принципе, это обычная высота, на которой я нахожусь, и могу почувствовать, какая температура в комнате сейчас. И уже ориентируясь на эту температуру, но, конечно, получается, что если я нахожусь ближе к окну, то мне прохладнее, если я дальше от окна, то, возможно, и теплее. Также, если использовать какие-то встроенные датчики, например, либо это на каком-нибудь радиаторе отопления или термоголовка на радиаторе центрального отопления, то они, конечно, во-первых, немножко врут, потому что все-таки они находятся на самой батарее, и это сильно влияет на показания. Ну и также, если, например, батарея прикрыта шторой, то, конечно, там будет совсем другая температура, батарея будет сильно нагревать, и она может даже быть несколько градусов выше, чем в самой комнате. Поэтому все-таки я измеряю именно температуру в комнате, а не около самих источников тепла. С качеством воздуха в основном я измеряю СО2. В принципе, все понятно более-менее, как его измерять. Есть хорошие датчики, которые стоят довольно дорого. Это около 2000 рублей. Самый дешевый. Есть еще получше, он за 3000. Но это только сам сенсор. Готовое устройство, оно где-то от 5000 может начинаться. Причем большинство фирменных устройств, например, от Xiaomi или других производителей, они в основном используют универсальные датчики, которые СО2 фактически показывают вообще очень примерно и ориентируются просто на основании других параметров. И, может быть, и другие параметры тоже полезны. Это и взвешенные частицы, например, но все-таки СО2 он именно на качество дыхания и ощущения в комнате сильно влияет. Я в последнее время, сколько уже измеряю, почти, наверное, год, содержание СО2 в комнате и контролирую, то, конечно, могу точно сказать, что если его поддерживать в нормальном диапазоне, то в принципе гораздо комфортнее себя чувствуешь, чем если становится СО2 завышенный. Но здесь основная проблема в том, что как все-таки регулировать СО2, потому что если постоянно проветривать, то нужно открывать окно, особенно зимой это не очень удобно. И если приточная вентиляция сделана неплохо, то есть, в принципе, окна не сильно плотные, не сильно герметичные, то можно и ничего не открывать, и поддерживать комфортное качество воздуха и без дополнительных усилий. У меня сейчас сделано так. Я, в принципе, выбрал некоторый режим утепления, так сказать, окон, и у меня поддерживается вполне комфортное содержание СО2. Но иногда, если совсем оно стало завышено, я могу просто открыть дверь в комнату
и она просто выровняется уже по всей квартире и, в принципе, тоже станет комфортно. Ну а качественные датчики все-таки они в основном используются для DIY, и в принципе можно купить готовое Zigbee устройство в интернете найти. Оно где-то стоит около 3000 рублей в зависимости от самого сенсора. Но вот такое устройство можно использовать только не с фирменными шлюзами, а с отдельным Zigbee стиком. То есть это уже в принципе решение для более продвинутых домов, умных. То есть обычное решение какого-то производителя к шлюзу подключить не удастся. Если искать какой-то вариант с открытием окон, то, конечно, нужно какой-нибудь покупать отдельный драйвер для этого, который будет открывать и закрывать. Есть такие решения, в интернете тоже можно найти, но это, в принципе, некоторые тоже самодельные устройства, а промышленные, они уже совсем дорого стоят, то есть самодельно оно где-то около 10 тысяч может выйти. И сейчас, которое продается, там распространено это решение, оно работает тоже по Wi-Fi, и опять же, это тоже уже решение в основном для систем не фирменных, а каких-то производителей, там Xiaomi или Aqara или Tuya. Это все-таки уже только на базе собственного мини-ПК можно развернуть, и на базе системы умного дома уже, например, там Home Assistant или OpenHub. Конечно, можно использовать какие-то более умные решения, типа использовать бризеры или делать какие-нибудь клапаны. Но с клапанами там проблема, что они обмерзают, особенно когда перепад температуры достаточно высокий и влажность высокая в комнате. Поэтому их использовать тоже очень сложно. И сам принцип использования клапанов надо искать, какое решение позволяет как-то автоматически его открывать, закрывать, что, наверное, тоже будет достаточно сложно интегрировать в систему умного дома. У меня сейчас на протяжении зимы держится влажность около 20 или 30%, в зависимости от комнаты. В ванной, конечно, она может сильно варьироваться в зависимости от того, пользуются сейчас ванной комнатой или не пользуются. Также иногда на кухне повышается влажность довольно сильно, когда что-то готовят. Но с влажностью в целом проблема такая, что непонятно, как все-таки ее измерять, потому что все датчики, они фактически врут. То есть нету фирменных датчиков, которые все показывают точные значения, и нету самодельных устройств, которые показывают абсолютно точные значения. Потому что даже если взять какой-нибудь профессиональный гигрометр и с помощью его настроить, чтобы все-таки правильные показания были, их там можно откалибровать, то все равно как в зависимости от того, что в комнате, например, температура поменяется, или батарейка в этом устройстве подсядет, или пыль попадет на это устройство, то влажность может показывать совсем другую, и это тоже нужно будет как-то использовать и калибровать эти значения, чтобы они были корректными. Например, у меня есть датчик Xiaomi, который установлен в ванной, где влажность сильно меняется. И там влажность, например, когда показывает Xiaomi, допустим, 65%, то самодельный датчик вполне дорогой. Это сам сенсор только 300 рублей стоит, и он считается качественным. Он показывает 85, поэтому какому датчику верить не очень понятно. И я пока использую в основном для управления собственный датчик, но по большому счету можно использовать и Xiaomi, только придется само правило откалибровать и, например, считать, что 65 это уже высокое, и, допустим, 60 тоже высокое, и снижать где-нибудь до 50, например, процентов влажность в ванной комнате. Ну и, в принципе, как увлажнять комнаты, много разных обсуждений в интернете, но на самом деле я особо этим не заморачиваюсь, потому что нету нормального способа повысить влажность в комнатах, особенно зимой. Летом там вообще другая проблема. Поэтому, если, например, в ванной у меня высокая влажность, я могу просто открыть дверь
из ванной комнаты и в другие комнаты, и она выровняется, и в комнату станет более влажный воздух, что в принципе хорошо. Ну а использовать какие-то увлажнители, тут на самом деле я тоже приобрел такой увлажнитель, не очень дорогой, он около 2000 стоил. У него, как оказалось, сенсорное управление, что мне в принципе не очень удобно получилось, и я не могу каким-то образом, например, умной розеткой его включать или выключать. Но на самом деле это и не требуется, потому что у него емкость около 2 литров, и такой емкостью, таким объемом воды в принципе невозможно там, повысить влажность сколько-то ощутимо. Поэтому проще на самом деле просто его включить, пока он будет работать, и дождаться, когда он выключится сам. Потому что на самом деле его заправка водой и мытье этого увлажнителя будет выполняться гораздо чаще, чем придется его выключать или включать умной розеткой.